Привет всем! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и в этом видео я хочу рассказать вам, как сделать закрытие петель иголкой и получить при этом фабричный край. У меня набраны петли в этом изделии, у меня такая повязочка на голову. И смотрите, петли у меня набраны фабричным краем, и все полезные видео о том, как набрать такие петли, я вам оставлю внизу под видео, либо вот здесь по подсказке. А сейчас я буду закрывать петли этим же фабричным краем, и мои и начало, и конец будут выглядеть абсолютно идентично. Итак, смотрите, резинка у меня хоть и не совсем обычная, у меня это полупатентная резинка. Такое закрытие подойдет для резинки 1 на 1 обычной, подойдет для полупатентной, подойдет для английской, если вы ее закончите просто рядом лицевая и изнаночная. Вот сейчас у меня полупатентная резинка, и закончила я вязание рядом лицевая и изнаночная. Обратите внимание на то, как располагаются мои петли на спице. Итак, изнаночная у меня стоит классическим образом, я вяжу классикой, и лицевая тоже стоит классическим образом, то есть правая ножка изнаночной петли стоит ко мне. И правая ножка лицевой петли тоже стоит ко мне. Таким образом, немножко неудобно будет делать фабричное закрытие петель иголкой, нужно петли переставить. Нужно правую ножку изнаночной петли поставить назад, а левую вперед, то есть переснять ее вот так, а лицевую оставить так, как есть. То есть фактически я переставляю петли. Если вы вяжете бабушкиными, это делать не нужно, у вас и так сразу петли встанут так, как удобно. А вот если вы вяжете классикой, так же как я, то нужно провязать вот так вот один ряд без нити, переставляя петли. Изнаночную переставляю, лицевую оставляю так, как она есть. И работаю так до конца ряда. Итак, петли я переставила. Теперь изнаночная петля стоит левой ножкой ко мне, правой от меня, а лицевая наоборот стоит правой ножкой ко мне, левой от меня, что мне и нужно. Нитку я вставила в пластиковую иголку. Здесь нужно взять длинную нитку, примерно такой длины, чтобы ее хватило просто провязать этот ряд. Итак, ряд у меня начинается изнаночная, затем лицевая. Да? Беру нитку с иголкой и изнаночную, первую изнаночную я как бы пропускаю мысленно и вставляю сразу иголку в лицевую на себя, вот так. Вытаскиваю нить, здесь ниточка будет длинная, потому что только самое начало шовчика. Так. Подтягиваю все хорошо. И дальше я перехожу к вот этой изнаночной, которую я пропустила. И здесь нить, смотрите, я опять вставляю иголку, опять вставляю в петлю на себя. Теперь я пропускаю в уме лицевую, которую я провязывала на предыдущем шаге, и вставляю иголку в следующую изнаночную от себя. То есть получается, когда я делаю изнаночную, я делаю сначала движение на себя, затем от себя. И снова вытаскиваю всю ниточку. И теперь я снова возвращаюсь к лицевой. Эту лицевую мы прошивали на предыдущем шаге. И теперь я делаю вот такое движение. В лицевую от себя и сбрасываю ее со спицы. А в следующую лицевую делаю на себя. И вытаскиваю всю нить целиком. Формула изнаночной. На себя, от себя. Вот следующая изнаночная, вот так. От себя вставляете иголочку и нитку протягиваю. Опять лицевая, это значит от себя, следующая лицевая на себя. И изнаночная на себя, вот так. И
следующая изнаночная от себя. Посмотрите, уже видно, как красиво закрывается край. Вот, смотрите, видите? Его лицевая, допустим, сторона узора плавно перетекает в изнаночную сторону узора, да? И опять от себя на себя. На себя, от себя. Работаю так до конца ряда. Здесь главное запомнить вот эту формулу. На себя, от себя, на себя. Лицевая — это опять от себя на себя. И изнаночная, соответственно, это на себя, от себя. Подхожу я к концу ряда. Так, сейчас у меня изнаночная, на себя, так, и от себя. Теперь лицевая. От себя на себя. И у меня остается по одной петле. Одна изнаночная. Ее мы также делаем на себя и смыкаем с началом ряда. Тут надо найти ту изнаночную, вот она. И ее также сделать, сейчас покажу, да? Это была одна из первых изнаночных в этом ряду. От себя, да, ввожу нитку. Подтягиваю. И последняя, она лицевая. Ее от себя. И ищу первую лицевую, чтобы сомкнуть ряд. Вот так. На себя. И вот посмотрите, какая красота получается. В данном случае я закрыла край у полупатентной резинки, но и обычная резинка тоже будет смотреться очень красиво, очень эффектно. Дальше ниточку нужно просто увести на изнаночную сторону. У меня это та сторона, которая похожа на английскую резинку. И вот так аккуратненько спрятать ниточку в рядах. Так, вот так. 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 Ну и так вдоль косички. Вот. Прячу хвостики, видите, все становится очень аккуратно и незаметно. Фабричный край. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то не забудьте про свои лайки. Если что-то было непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.